Приветствую. Поднимая тему генетической истории славян, часто можно встретить вопросы как о величине вклада дославянского населения в их генофонд, так и о генетических последствиях вторжения Золотой Орды, в связи с чем предлагаю вашему вниманию работу из научного медицинского журнала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова, причем практически в неизменном виде, за что и хотелось бы поблагодарить авторов работы и отдельно Елену Владимировну Балановскую. Кстати, кто досмотрит до конца и правильно поймет, тот самостоятельно сможет изменить фразу «поскреби русского найдешь татарина» так, чтобы она была ближе к реальности. Также я надеюсь, что большинство понимает, почему я практически не изменяю тексты научных работ, и лишний раз распыляться на эту тему не стану. В современном генофонде населения центральной части России прослеживаются контакты дославянского, финноязычного населения, собственно славянского и более позднего тюркоязычного, особенно золотоордынского. При этом степень взаимодействия между этими важными слоями населения варьируется в зависимости от региона, в связи с чем авторы выбрали население Волго-Охтского междуречья и Рязанской области в качестве узловой популяции с наибольшей интенсивностью контактов финноязычных, славянских и тюркоязычных народов. На эти земли, населенные финноязычными и отчасти балтскими племенами, славянские племена начали проникать со второй половины первого тысячелетия нашей эры, причем с разных направлений. Есть свидетельства о движении славянских племен с юго-западных территорий. Затем, в начале второго тысячелетия, сюда перемещаются и славяне с северо-запада Восточной Европы. Уже в начале XI века здесь возникает Муромское княжество, включавшее в себя рязанские земли, а с середины XII оно разделяется на два, собственно Муромское и Рязанское, со столицей в Старой Рязани, в 50 километрах к юго-востоку от современной Рязани. В 1237 году Рязанское княжество стало первой жертвой монгольского нашествия под предводительством Батыя. Набеги и разорения Рязанской земли продолжались более 350 лет. До XVI века Рязанское княжество постепенно теряло свои территории и с 1521 года перешло под управление наместников московских государей. Но и после подчинения Москве продолжалось разорение Рязанской земли набегами татар, вплоть до 1594 года. Если учесть и более ранние взаимодействия рязанских земель с соседней Волжской Булгарией, известны походы рязанцев против них в 1172 и 1183 годах, то началом взаимодействия рязанцев с тюркским миром, находящимся на его границах, можно считать период еще с XII века. Кроме того, Рязанский край в некотором смысле был форпостом, который граничил с исторической областью, именуемой Диким полем. Поэтому резонно предположить, что наибольшее взаимопроникновение генофондов славянского и тюркоязычного населения можно проследить именно в генетической истории населения Рязанской земли. Взаимодействие славянских и финноязычных племен насчитывает еще более долгую историю. Поэтому закономерно рассмотреть отражение в генофонде современных русских популяций генетического следа взаимопроникновения финноязычных, славянских и тюркоязычных племен и народов на модели узлового ареала Волго-Охтского региона и Рязанских земель. Современные методы анализа ДНК из ископаемых останков позволяют получать информацию о древних генофондах, но количество древних геномов, пригодных для анализа, всегда ограничено, особенно для популяций, практиковавших кремацию, как, собственно, славяне. Поэтому важным источником для реконструкции популяционной истории служат генофонды современных популяций, возможности исследования которых возросли с появлением методов полногеномного анализа. Наиболее перспективен для решения поставленной задачи метод моделирования предковых компонент по данным об аутосомных геномах. Здесь стоит отметить, что при анализе одного маркера необходима выборка в 100 и более образцов, а по небольшой панели аутосомных ДНК-маркеров не менее 50. При анализе однородительских маркеров Y-хромосомы и митохондриальной ДНК 75 образцов. Но при изучении полногеномных панелей, включающих сотни тысяч ДНК-маркеров, адекватно считается выборка в 5-15 образцов.
Кстати, я не зря в комментариях прошу предоставить расчет количества тех, кто пишет о малом количестве образцов, при этом понятия не имея, как это работает и какую информацию дает каждый из образцов. Но продолжим. Генетическое взаимодействие народов индоевропейской, уральской и алтайской языковых семей было рассмотрено в ряде исследований современного генофонда Северной Евразии методами полногеномного анализа. Так, реконструкция генофонда балтославянских популяций по широкогеномным панелям выявила генетическую близость балтов, литовцев, латышей к волжской группе финно-угорских народов и особенно к мордве. Восточные славяне, так же как и западные, впитали в себя местный генетический дославянский восточноевропейский субстрат. По итогам предыдущей работы авторов, в которой они сравнивали аутосомные геномы жителей Новгородской области с популяциями европейской части России и Урала, ярко проявляется новгородская компонента. Тут немного об особенностях метода предковых компонент. При реконструкции генетической истории по полным геномам важна не только и не сколько доля предковой компоненты, еще более важен критерий, у всех ли исследованных геномов она обнаружена. Если у большинства, это указывает на прочные древние связи. Если только у некоторых, это говорит об относительно недавней миграции носителя этой чужой предковой компоненты. Так вот, массовый след новгородской предковой компоненты обнаружен в 3 популяциях. Практически у всех русских Ленского района Архангельской области, в среднем 50% генома. У подавляющего большинства коми-пермяков, в среднем 20% генома. Но у окружающих Новгород финно-угорских популяций практически не видно новгородской предковой компоненты. Она обнаружена лишь у малочисленного народа Води, только у половины его представителей, в среднем 30% их генома. Этот интригующий результат позволил авторам выдвинуть рабочую гипотезу, что генетический слой, объединяющий новгородские и ярославские популяции, восходит к генофонду ильменских славян, который унаследовал многие генетические черты того местного дославянского населения, генетический портрет которого более тяготеет к восточным, волжским и пермским, финноязычным группам, чем к западным, прибалтийским. Помимо этого, в другом полногеномном исследовании популяции восточноевропейской равнины выявлено присутствие восточно-азиатской предковой компоненты, составляющей 20% генофонда башкир и 5% генофонда чувашей и приволжских татар. У народов уральской языковой семьи, включая финноязычных карел, мордву, марийцев и удмуртов, по данным полногеномного исследования, обнаружена специфичная предковая компонента, указывающая на определенную степень их генетической общности. А в рамках полногеномного исследования популяции Северной Евразии выявлены 3 клины, тянущиеся с запада на восток. Также отмечено, что генофонды тюркоязычных и уралоязычных популяций Поволжья довольно схожи. Но уралоязычные популяции генетически тяготеют и к уграм Зауралья. В новой же работе авторы задались целью при помощи моделирования предковых компонент выявить отражение в аутосомном генофонде современных русских генетического следа взаимодействия финноязычных, славянских и тюркоязычных народов в узловом регионе Волго-Окского междуречья и параллельно создать карты фармакогенетических ДНК-маркеров и рассмотреть особенности фармакогенетического ландшафта региона. Кстати, фармакогенетика изучает роль генома в реакции на лекарственные препараты. При этом возможности изучения фармакогенетического ландшафта не ограничены созданием картографических атласов субконтинентов, но также позволяют изучать и его локальные варианты. В исследовании узловой Рязанский край представлен 20 геномами из 4 популяций – Михайловского, Спасского, Сапожковского и Сараевского районов. Для сравнения привлечены русские из Тверской, Костромской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тамбовской и Нижегородской областей. Финноязычные популяции Волго-Уральского региона представлены этническими группами Мордовии – Эрзя, Мокша, Шокша, марийцами и удмуртами. А вот южные карелы привлечены как наиболее географически близкий представитель западной ветви финноязычных народов. Тюркоязычные популяции Волго-Уральского региона представлены казанскими татарами и чувашами.
Для сравнения привлечены астраханские и ставропольские нагайцы. Для идентификации монгольского генетического следа приведены данные о 6 родовых группах монголоязычных калмыков. Результаты и их обсуждение. В процессе моделирования предковых компонент для рассматриваемого круга 47 популяций наиболее информативные для решения основной задачи оказались две модели с количеством предполагаемых предковых компонент 3 и 7. При этом три предковых компоненты никак не стыкуются с тремя лингвистическими группами – славянской, финской и тюркской. Однако их можно условно назвать западная, уральская и восточная. А вот уже 7 компонент впервые различают предковые компоненты западных и восточных финноязычных народов, что позволяет разделить их вклад на составные части. Помимо этого, на уровне 8 компонент, хоть и сохраняется 7 предыдущих, дополнительная 8-я компонента выявляет более сложную структуру русских популяций. Кстати, хотелось бы подчеркнуть, что генетика далеко не всегда совпадает с лингвистикой, и что этнические группы также разделены на популяции. Многие этого упорно не хотят замечать и понимать. Моделирование 3 предковых компонент. Западная предковая компонента преобладает не только во всех русских популяциях 95%, но и в финноязычных популяциях карел 75% и мордвы 78%. Более того, она составляет существенную часть генофонда в тюркоязычных народов. У казанских татар более половины генофонда 52%, и около четверти генофонда нагайцев и чувашей 25 и 23% соответственно. Уральская предковая компонента составляет практически весь генофонд удмуртов 99% и марийцев 91%. Но высоких значений она достигает также и у тюркоязычных народов, составляя 2/3 генофонда чувашей 67% и около трети генофонда у татар 34%. Меньший, но ощутимый вклад уральской предковой компоненты наблюдается у карел 24% и мордвы 19%. Средний вклад в русские популяции мал 4%, с максимумами в Костромской и Нижегородской областях. Восточная предковая компонента составляет весь генофонд всех 6 родовых групп калмыков, поэтому ее можно использовать для оценки влияния Центральной Азии на европейский генофонд. Значительной величины она достигает и у нагайцев 62%, что подтверждает ее оценку как центральноазиатской. В Поволжье наибольшее центральноазиатское влияние обнаружено у казанских татар 14% и чувашей 9%. В остальных популяциях роль восточной компоненты мала и не превышает 5%, максимум у марийцев. Средний вклад в русские популяции составляет всего 1%, и он слабо возрастает в восточных районах Нижегородской и Рязанской областей до 3% генофонда. Казанские татары. Помимо прочего, авторы работы акцентируют внимание на составной структуре генофонда казанских татар, представленных 5 популяциями. Вклад восточной предковой компоненты во все популяции оказался одинаковым – 14-15%. А наибольшие межпопуляционные различия связаны с разным вкладом западной компоненты – 48-60% и уральской – 26-38%. Иными словами, во всех популяциях казанских татар основной вклад составляет западная предковая компонента, в среднем более половины генофонда. На втором месте находится уральская, в среднем треть генофонда, и лишь на последнем месте восточная – 14%. При увеличении числа предковых компонент появляются новые компоненты, но они характерны и для других этносов. Поэтому для казанских татар устойчивая собственная предковая компонента не обнаружена. Причем составная структура их генофонда сохраняется и при большем количестве моделируемых предковых компонент, что крайне затрудняет выявление генетического влияния казанских татар на соседние русские популяции. Моделирование 7 предковых компонент. При 7 предковых компонентах
появляются новые 4 компоненты. Они органично вбирают в себя части западной и уральской компонент, выявленных при 3 предполагаемых предковых компонентах, и нет их четкого ветвления на дочерние. Здесь стоит акцентировать внимание на том, что лишь для наглядности авторы упрощенно дают каждой предковой компоненте условное название по тем популяциям, в геномах которых отмечен их наибольший вклад. Карельская предковая компонента отражает вклад западных финноязычных популяций и составляет 94% генофонда карел, но редка в остальных популяциях. Ее вклад максимален в генофонде казанских татар 13% и костромских русских 11%. Славянская предковая компонента доминирует во всех русских популяциях от 70 до 87%, в среднем 81%. В других генофондах практически отсутствуют. Исключение вновь составляют казанские татары 6%. Но авторы подчеркивают, что повышение частоты славянской компоненты у татар нельзя объяснить генеалогией лишь отдельных индивидов, поскольку она выявлена в 80% индивидуальных геномов татар. Встречается эта компонента и в Мордовии 3%, но всего в 17% геномов на северо-западе ареала Мордвы. Предковая компонента мордовская-1 делит с компонентой мордовская-2 второе место по обширности ареала. Достигая максимума 53% среди геномов Мордовии, она широко распространена и в других популяциях. Ее наибольший вклад характерен для тюркоязычных популяций. 36% в генофонд казанских татар, 33% в астраханских нагайцев и 20% в чувашей. Важно, что значительный вклад компоненты мордовская-1 обнаружен практически во всех индивидуальных геномах этих народов, что указывает на важность этого генетического слоя в генофонде тюркоязычных народов Поволжья. А вот в русских популяциях вклад предковой компоненты мордовская-1 невелик, около 7%, но она обнаружена в 60% рассмотренных геномах русских. Ее вклад максимален в Тверской и Калужской областях, 19 и 16% соответственно. При этом она обнаружена практически у всех представителей этих областей, 80-90% геномов. А в остальных областях присутствует в 45-65% геномов. В целом компонента мордовская-1 составляет постоянную часть генофонда практически всех славяноязычных, тюркоязычных и финноязычных популяций региона. Предковая компонента мордовская-2. Геномы Мордовии резко различаются. 1/5 их часть содержит 100% компоненты мордовская-1, а другая 1/5 часть 100% компоненты мордовская-2, которая отличается более выраженным своеобразием. Но ее влияние, за исключением казанских татар, нигде не превышает 5%. А вот у казанских татар вклад компоненты мордовская-2 составляет 8%, причем ее содержат 90% индивидуальных геномов татар. У чувашей она обнаружена лишь в 40% геномов. В русских популяциях предковая компонента мордовская-2 довольно редка, в среднем 3%. Однако она не только встречается повсеместно во всех русских популяциях региона, но и присутствует в 60% индивидуальных геномов русских. Наиболее часто в геномах на востоке русского ареала, в Костромской, Нижегородской и Рязанской областях. Марийская предковая компонента. Эта компонента составляет не только весь генофонд луговых марийцев 96%, но и 2/3 генофонда чувашей 62%. Из других народов самый значительный вклад этой компоненты прослеживается у казанских татар 15%. Причем она обнаружена во всех их геномах. Однако в популяциях других народов вклад марийской предковой компоненты нигде не превышает 4%. Удмуртская предковая компонента. Эта компонента появляется в моделях уже при 3 предковых компонентах и описана выше как уральская, и на всех более высоких уровнях составляет 100% генофонда удмуртов. В геномах всех других народов она крайне редка и не превышает 4% генофонда.
Исключением вновь оказываются казанские татары, у которых частота удмуртской компоненты повышается до 10% и присутствует практически во всех индивидуальных геномах татар с максимальным вкладом в 21%. Калмыцкая предковая компонента. Эта компонента, фиксирующая влияние Центральной Азии, появляется уже при 3 предковых компонентах и выше описана как восточная, а ее вклад составляет 100% в генофонде калмыков и 61% у нагайцев. Из других народов вновь наибольший ее вклад отмечен лишь у казанских татар – 12%. Причем эта компонента встречена во всех индивидуальных геномах татар с вкладом от 7 до 17%. Во всех других популяциях вклад калмыцкой компоненты варьируется от 0 до 5%. Рязанский генофонд. С целью выявить различия во взаимовлиянии дославянского, славянского и тюркоязычного населения в этом узловом регионе, современный генофонд Рязанской области в работе представлен 4 популяциями. Для этого авторы исследовали Михайловский район на самом западе Рязанской области, а также Спасский, Сапожковский и Сараевский районы, расположенные на одной транссекте с севера на юг таким образом, что Сараевский является пограничным. Однако результаты свидетельствуют о сходном генетическом облике всех 4 популяций. Наибольшие различия проявились лишь при оценке суммарного вклада финноязычных популяций в их генофонд. В пограничном Сараевском районе их вклад составил 19%, тогда как в других 3 районах 10-13%. Поскольку центральноазиатское влияние во всех 4 популяциях одинаково мало, 1-2%, некоторое своеобразие сараевской популяции нельзя напрямую связать с особенностями генофонда Золотой Орды, как и нельзя приписать влияние какого-либо из дославянских племен. Единственная гипотеза, которая может быть выдвинута для объяснения своеобразия генофонда на юго-востоке Рязанской земли, это рост влияния дикого поля в этом пограничном регионе. Фармакогенетический статус русских Рязанской области. Важным фактором перехода к персонифицированной медицине служит анализ фармакогенетически значимых маркеров, необходимых для разработки протоколов по подбору оптимальных препаратов и их доз, в зависимости от генотипа пациента. Тем более с учетом огромного генетического разнообразия популяции России. Для оценки своеобразия фармакогенетического ландшафта региона создана карта генетических расстояний от русских Рязанской области по обширной панели фармакогенетических маркеров. Сразу стоит отметить, что результаты анализа изменчивости селективных и нейтральных маркеров могут существенно различаться, так как адаптивная генетическая изменчивость демонстрирует популяционную структуру, сформированную под действием отбора, в то время как нейтральная структура обусловленно определяется демографическими факторами, миграциями и дрейфом генов, прямо зависящим от размера популяции. Причем не столько в современности, сколько от событий древности, когда популяция проходила через бутылочное горлышко, резкое сокращение численности. Тем не менее, оба подхода успешно дополняют друг друга в зависимости от решаемых задач. В отличие от карт предковых компонент, созданных по селективно-нейтральным маркерам, фармакогенетические ДНК-маркеры выявили наибольшую близость русских Рязанской области к финноязычным популяциям Мордовии. Фармакогенетический статус русских популяций Калужской, Смоленской и Костромской областей оказался на 2-м месте по сходству с рязанскими русскими. За ними по степени удаленности следуют популяции Орловские и Тверские. На 3-м месте по сходству с фармакогенетическим статусом русских Рязанского края оказались и тамбовские русские, и восточные соседи, финноязычные марийцы и тюркоязычные чуваши. Но самым неожиданным результатом оказался очень высокий уровень фармакогенетических различий между рязанскими и нижегородскими русскими на фоне их значительного сходства по селективно-нейтральным ДНК-маркерам. В целом, сравнение карт фармакогенетического ландшафта и предковых компонент показывает, что для выявления регионов со схожими протоколами по подбору лекарственных препаратов и их доз, в зависимости от генотипа пациента, нельзя полагаться только на сходство и различия селективно-нейтральных характеристик генофонда,
а необходимо прицельно исследовать особенности фармакогенетического ландшафта. Выводы. В работе проверено моделирование предковых компонент для аутосомного генофонда современных популяций в узловом регионе взаимодействия финноязычных, славянских и тюркоязычных народов. По результатам работы авторы выяснили следующее. Первое. Для финноязычных популяций Поволжья не выявлено общей предковой компоненты, однако обнаружены собственные предковые компоненты, характерные для каждого из изученных народов – удмуртов, марийцев, мордвы. При этом след обеих предковых компонент генофонда Мордовии прослеживается практически во всех популяциях региона, вне зависимости от их языковой принадлежности. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что в генетический портрет дославянского населения региона входили две основные составляющие, сохраненные в современном генофонде Мордовии. Второе. Влияние генофондов финноязычных популяций на тюркоязычные народы Поволжья очень велико. Вклад предковых компонент, связанных с финноязычными народами, составил 81% генофонда казанских татар и 94% генофонда чувашей. Третье. Генофонд казанских татар является наиболее составным генофондом, в наибольшей мере органично включившим в себя предковые компоненты всех генофондов региона. При этом, хотя центральноазиатское влияние в наибольшей степени прослеживается именно у казанских татар, оно в 7 раз меньше разнообразного вклада финноязычных народов – 12% против 81%. Из такой составной структуры татарского генофонда крайне затруднительно оценить татарское влияние на другие генофонды. Четвертое. Генофонды изученных русских популяций представляют собой единый массив, который в основном на 80% можно описать характерной для них предковой славянской компонентой. Однако при этом их генофонд включает в себя все остальные предковые компоненты, обнаруженные в генетическом ландшафте региона. Популяция Рязанской области целиком воспроизводят общие особенности славянского генетического массива. Лишь в пограничной юго-восточной популяции проявляется увеличение общего вклада финноязычных популяций. И пятое. Анализ генофондов региона по панели фармакогенетически значимых маркеров позволил дополнить картину генетического разнообразия, основанную на селективно-нейтральных маркерах, и выявил своеобразие фармакогенетического ландшафта. Знание его параметров необходимо для будущего внедрения персонифицированного подхода к лечению и разработки протоколов по подбору лекарственных препаратов и их доз, которые бы учитывали генетическое разнообразие населения России. А если говорить упрощенно и образно, то в исследовании авторы поскребли русского и не нашли татарина. Зато когда поскребли казанских татар, то нашли финнов. Так что фразу «поскреби русского, найдешь татарина» можно смело заменить на «поскреби казанского татарина, найдешь финна». А я на этом не прощаюсь и в очередной раз напоминаю, что выход новых роликов полностью зависит от вашей поддержки, как, собственно, и многие аспекты моей жизни в столь непростых условиях. В описании к ролику есть перечень способов помощи. Уточнить можно в комментариях. А всем удачи и надеюсь, что до новых выпусков.